друзья! Привет! Сегодня у нас в программе снова десерты. Будем готовить вот такое замечательное пирожное, симпатичное, которое в кулинарии называют пирожное из теста шу с кракелином. Это родственник эклера и профитроля. И если первые два покрывают либо шоколадной глазурью, либо присыпают сахарной пудрой, то для этого пирожного делать специальное песочное тесто, которое создает замечательную хрустящую корочку, и украшать больше это пирожное не надо. Так что смотрите видео до конца, повторяйте за нами, и у вас тоже получится эта красота. Поехали! Для приготовления кракелина нам понадобится по 40 грамм сливочного масла, сахарного песка и муки. В сливочное масло добавляем сахарный песок и перетираем. Когда масса станет однородной, высыпаем муку. И опять все перемешиваем. Сначала лопаткой, а потом и руками. Масса должна собраться в один комок. Разрезаем полиэтиленовый пакет. Раскрываем. Кладем тесто и начинаем раскатывать. Должен получиться очень тонкий пласт теста толщиной 1-2 мм. Отправляем наш пласт в морозильник минут на 15. Теперь достаем из морозильника. И с помощью кулинарного кольца диаметром 5 см вырезаем кружочки. У нас получилось 12 кружочков. Остаток теста опять раскатаем и отправим в морозильник. Из этого куска позже сделаем еще 6 кружочков. Займемся тестом шу. Для этого берем 65 грамм муки, 65 грамм молока, 65 грамм воды, 60 грамм сливочного масла, 2 грамма соли и 3 яйца. В кастрюлю выкладываем масло, выливаем молоко, воду, добавляем соль и, помешивая на среднем огне, доводим до кипения. Убираем кастрюлю с плиты и добавляем муку. Перемешиваем лопаткой, пока не образуется однородная масса. Затем возвращаем кастрюлю на плиту и на медленном огне, работая лопаткой, даем тесту завариться, ведь недаром его называют заварным. Как только тесто начинает слегка прилипать ко дну, выкладываем его в емкость. Размазываем по стенкам и даем остыть до комнатной температуры. Пока тесто остывает, взбиваем 3 яйца. И начинаем добавлять яйца небольшими порциями к остывшему тесту и перемешиваем. Количество яиц зависит от того, насколько сухим получилось тесто. Оно не должно быть ни слишком жидким, ни слишком плотным. Примерно вот такое. Помечаем углы противня капельками теста, чтобы прилепить бумагу для выпечки, и она не двигалась. Противень переворачиваем, чтобы избежать образования избыточной влажности в процессе выпекания. Чтобы пирожные получились нужного размера, пометим места с помощью сахарной пудры вот таким нехитрым способом. Отсаживаем тесто с помощью кулинарного мешка с отверстием примерно в 1 см в диаметре. Стараемся держать мешок вертикально. Поместилось 12 заготовок, а теста у нас осталось еще примерно на 6 штук, как и кружочков кракелина, который ждет своего часа в холодильнике. Их оставим для второй партии, а пока выложим на тесто первые 12 кружочков кракелина и отправим в духовку, разогретую до 190 градусов, на 30 минут.
Через 30 минут выключаем духовку и приоткрываем дверцу. Через 10 минут вытаскиваем наши пирожные. Смотрите, какие они получились симпатичные. Разрежем одну штучку. Послушайте, какая хрустящая корочка. И сколько места для крема. Им и займемся. Для заварного крема берем 3 яичных желтка, 40 грамм сахарного песка, 40 грамм муки, 200 мл молока, 40 грамм сливочного масла. Сначала желтки перемешаем с сахаром. Потом добавляем муку и опять перемешиваем. Заливаем молоко и продолжаем мешать. Теперь на среднем огне, постоянно помешивая, даем крему загустеть. В конце добавляем сливочное масло, чтобы крем был более гладким и блестящим. И как только крем начинает кипеть, снимаем с плиты. Крем нам надо охладить до комнатной температуры. Для этого мы его переливаем в плоскую посуду. Прикрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем отдыхать. А пока приготовим вторую часть крема. Для этого нам необходимо 200 грамм жирных сливок, 20 грамм сахарной пудры и 8 грамм ванильного сахара. Смешиваем все в одной емкости и взбиваем миксером. Взбитые сливки с сахаром сделают наш крем для пирожных более воздушным. Остывший заварной крем перекладываем в подходящую по размерам емкость. Начинаем по частям добавлять к нему взбитые сливки. Аккуратно перемешиваем все лопаткой, пока крем не станет полностью однородным. Все, крем наш готов. Начинаем заполнять пирожное. Острым ножичком делаем отверстие в донышке пирожного и с помощью кулинарного мешка заполняем. Крем мы сделали на 9 пирожных. Оставшиеся 9 штук заготовок можно отложить. И когда придут гости, останется только приготовить крем и быстро их заполнить. Тогда пирожные остаются хрустящими. Ну что, настало время пробовать. Попробуем. Клади сюда. Я тебе порежу сейчас. Экс. Ой, какая она хрустящая. О, какая красота. Ну что? Бери. Так. Ух ты! О. Какая нежность. Хрустящая снаружи, нежная внутри. Потрясающе. Потрясающий десерт. Ребята, вы должны попробовать. Непременно. Дерзайте. А пока подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, делитесь рецептами, задавайте свои вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Угощайте своих любимых и близких потрясающей вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!